мои маленькие любители фигурок от Эшли Вуда. Вы только что посмотрели распаковку Сёгуна. Если понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. И начну я с минусов. Ну вот так мне захотелось. Не потому что это фигурка от Эшли Вуда, а я там типа не фанат. Нет, просто мне захотелось начать с минусов. Вот и все. А почему, собственно, и нет? Нет инструкции. Я понимаю, что Эшли Вуд практически 99% своих фигурок не снабжает инструкцией. Почему я на это ругаюсь? Конкретно у этой фигурки, если бы я не посмотрела фотки, спасибо интернету, всегда, пожалуйста, будьте любезны, я бы не узнала, куда идут провода от этой вот пилы, от этого тесака. Как-то мечом это сложно назвать, но это меч-тесак. Каково было мое удивление, когда я поняла, что они идут в один из подсумков. Я начала прощупывать и с удивлением обнаружила, что здесь, оказывается, батарея. Я привыкла, что в подсумках обычно проложка вставлена. А тут батарея. Вот как я должна была догадаться, что там в одном из них батарея. В одном из батарей подсумков есть батарея. Поэтому инструкция хотя бы минимальная нужна. Минус. Не надо так, пожалуйста. В общем-то, все, я отбомбилась по поводу отсутствия инструкции. Качество у фигурки хорошее, все эти пыльные грязные одежи. Не представляю просто, как они там сидят и пылят. Контейнеры с пылью, они все так... Достаточно пыльный. Для меня вот этот чувак с хвостиком, даже при том, что хвостик это, конечно, очень изобретательно в плане прически, он для меня достаточно прост, как и все остальные дезмаски. Большинство, скажем так. Вот я сейчас не беру того дезмаска, которого мы снимали в прошлый раз. Вот он был уникален для меня. А вот эта круглая голова, уши там, я не знаю, даже выражение лица такое же, как у большинства дезмасков. Вот только шлем, да, вот шлем надеваешь и уже что-то интересное, новенькое, да. Вот эти, конечно, черепашьи доспехи на руки, я не знаю, как они называются. Любители сёгунов и Японии, напишите в комментариях, пожалуйста, как называется вот эта вот часть брони у сёгунов. Это же сёгун, у него даже на коробке написано, что он сёгун. Хай. Что еще мне, кстати, не понравилось, я не смогла расстегнуть ему рубашку. Рубашка вот тут, она что-то как-то не расстегивается. Я не стала применять сил, фигурка не моя, еще что-нибудь порву. Как это любительница уничтожать фигурки аристократа, ну нафиг. Очень крутая тема с держалкой сзади, с держателем вот этой вот штуки, господи, дай бог памяти, ножны. Очень ножны, конечно, такая просто коробища. Держатель. Может быть, это, конечно, не для этого, но у меня оно для этого. Ничего не знаю, мне так... Я художник, мне так лучше. А в остальном все очень круто, да. Я даже не знаю, на самом деле, какую оценку дать. Держи меч ровно, вот так. Какую оценку дать данной фигурке? Но я думаю, что по меркам... Давайте так, по меркам триашки она, наверное, супер-пупер. Но по меркам вообще фигурки для меня... В ней чего-то вот, чтобы я шла и видела вот эти, вот знаете, эшливудовские фигурки, вот эти вот ТКшки и дезмаски. И я шла такая, о, вот этот. Вот если в прошлом видео, в прошлом ролике про дезмаска, который Master 5 был, вот он, да, я бы остановилась и такая, так, стоп, здесь что-то необычное. То вот здесь
Меч, да, они добавили вот эту батарею. И то, опять же, я не видела всю линейку. Может быть, у них там десяток с такими батареями. Нет. Что меня должно привлечь в этой фигурке? Ну, кроме того, что это фигурка там Эшли Вуда, окей. Допустим, если я фанат Эшли Вуда, да, для меня это будет крутая, классная фигурка. Если я просто коллекционер и я хочу что-нибудь необычное, дизайнерское, то вряд ли я остановлюсь вот на этом. Если только я не ярый фанат Японии древней, со всеми этими сёгунами и прочим, и там тупо не нравится, да, там вот эта вот стилистика, тогда, может быть, я на нем остановлюсь. Но в целом, вот как коллекционер фигурок, допустим, даже формата 1/6, он ничем не примечателен. Ну, откровенно. Вот тот примечателен, у него крутая лапка. У него крутая лапка. Ну нет, там мне он реально нравится больше, там и какие-то одежды у него как-то немножко по-другому сделаны. И вот тот мне нравился, а этот, он обычный для меня, он еще одна фигурка от Эшли Вуда. Вот, наверное, так я это назову для себя. Шлем. Но шлем, ну ради шлема фигурку покупать, опять же, да, в нем должна быть какая-то изюминка. Здесь я этой изюминки не вижу. Ну, кроме того, что, оказывается, батарея под сумки. Прикольно, да. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, поставим ему оценку клево, ну, потому что он клевый, он классный, но не, знаете, из серии, господи, среди вот этих 100-500 фигурок Эшли Вуда я выберу именно его. Нет. Наверняка там будет еще какая-нибудь клевая, вот хотя бы как тот Master 5. Или даже, помните, у нас был ролик про чувака, который похож на тень с красным шарфиком, с подсказочкой выскочит. Welcome, если вдруг не помните или не видели. Вот он тоже клевый. Вот он классный, он супер-пупер, потому что в нем есть что-то необычное. Он выглядит не как все остальные. У него другое выражение лица. Знаете, вот нет этого типичного эшливудовского лица. Здесь оно присутствует, даже при том, что здесь вот этот милый хвостик. Пуньк! Вот, ну, как-то вот по мне так все-таки клево, но не супер-пупер. Могли бы сделать ему реально что-то необычное, хотя бы там, ну, лицо хотя бы, не знаю, меч какой-нибудь другой формы. Тупо сделали вот, что это? Ну, хотя бы с ним бы поиграли, что ли, раз уж вы ему крутой электрический его, господи, с проводами, в общем, сделали его. Ну, не знаю, ну, либо сделали его металлическим, ну, уже как-то необычно. Ну, или... Я не знаю, чего мне не хватает в этой фигурке, но мне чего-то не хватает. Для меня это просто очередная фигурка от Эшли Вуда. Да мне кажется, что даже для коллекционеров фигурок Эшли Вуда это очередная фигурка от Эшли Вуда. Какое количество коллекционеров фигурок от Эшли Вуда, вот прям, когда узнали о его релизе, выпуске, прям ломанулись предзаказы делать. Поэтому медалька cool, ты уж не обижайся. А у меня на этом все. Я надеюсь, он падать начал от ужаса просто. Как? Почему cool? Нет, пожалуйста. Ну, все, извини, что я могу сказать. Тебя вот таким сделали. У меня на этом все. Я надеюсь, вам обзор понравился, и вы поставите ему лайк. Пишите в комментариях, насколько вам понравилась эта фигурка. Такая под юбку заглянула. Такая, насколько вам понравилась эта фигурка? Пишите в комментариях. Может быть, я не права, может быть, он супер-пупер. Но я обосновала, почему для меня он просто клевый. Welcome в комментарии, можете написать, почему он должен быть супер-пупер, или, например, почему он должен быть там ок-норм. Может быть, для вас cool это слишком для этой фигурки. Давайте общаться в комментариях. Также давайте общаться в соцсетях. Заходите, у нас есть группа в Телеграме, канал в Телеграме, там же есть чат открытый, вы можете в него попасть спокойно. Приходите к нам в Бусти, у нас там некий пикантный контент выкладывается. Будем вам везде рады. Ну а пока.